Представители знака зодиака Водолей. Водолей, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп. Ретроградный Уран до 31 декабря. Как изменится моя жизнь? Уран у нас находится в знаке зодиака Телец уже давно. Но в ретроградное движение он у нас перешел с 28 августа. И проиграйте свою жизнь, словно открутите киноленту собственной судьбы немножко назад. И вот тот период, внимание, с 22 января по 18 августа, может быть, днями раньше, днями позже, он словно и будет проигрываться заново. Что это означает? Может быть, это были те вопросы, которые, знаете, мы говорим на злобу дня. Или, может быть, были в вашей жизни не случайные случайности. Могли быть какие-то метаморфозы или могли вы случайно узнать какую-то тайну, и это вас коренным образом как-то перестроило, переформировало ваше сознание. Или просто в вашей жизни какая-то тема была наиболее активна, болезненна, может быть даже. Ретроградный Уран выделит как раз те темы, где мы чувствуем себя наиболее уязвимыми и застрявшими. Он побуждает нас вернуться назад не для того, чтобы заново как будто начать какую-то историю или воспользоваться прежними методами, а он хочет, чтобы мы жили с этой новой точки отсчета и приняли какую-то реальность. Ключевое значение именно принять то, что произошло, или какие-то новые обстоятельства нашей жизни. Он учит нас плыть по течению, мои дорогие водолеи. Есть то, что мы не можем изменить, но мы должны, словно свой какой-то фарватер, как и выбрать, так наметить. И уже, знаете, это своего рода конец 2023 года как раз. Это своего рода трамплин в 2024. Давайте узнаем, как вот для вашего знака зодиака по образам карт хотя бы, да, чем может ознаменоваться период ретроградности Урана, если мы говорим, что Уран, он всегда что-то меняет у нас, помимо нашей воли, хотя могут быть и какие-то случайности или неожиданности, такое тоже. Вот давайте узнаем. Важное событие, что это будет для вас означать, или сферу жизни, или какая-то подсказка же будет. Для кого-то, если мы проигрываем какой-то предыдущий период, да, могло быть желание быстрее выйти из какого-то, состояния, когда мы словно замерли в ожидании, или мы оказались в тех ситуациях и обстоятельствах, когда мы не можем изменить какие-то события нашей жизни, или на нас как раз обстоятельства влияют таким образом, что мы должны что-то подождать. Или мы, сколько ни торопись, словно оказывались на пару шагов дальше от того места, где мы были прежде, даже если прикладывали усилия. Вот так вот тоже в нашей жизни бывает. Или вы могли, допустим, ожидать буквально получения денег, или ожидать, к примеру, чего-то обещанного. Или вы могли просто где-то в нерешительности, отчасти топтаться на месте и думать, что же вокруг происходит, пытаясь как-то проанализировать обстановку вокруг вас. Семерка Пентаклей всегда есть какая-то пауза. Так вот мы говорим, важное событие, какая-то была пауза, и теперь, скорее всего, из нее нужно словно выходить. Что новое вместе с ретроградным Ураном придет в вашу жизнь. Победа. И если был какой-то стопор. Для кого-то, кстати, семерка Пентаклей может проиграться, что я был словно в изоляции. Правда, или была какая-то зона как ограничений, я что-то не мог осуществить. И как бы я себя тут не тормошил, но не получалось, вот и все. А здесь у нас на смену вот этим энергиям каким-то, которые не давали нам движения или продвижения вперед, приходит победа. Что-то мы кардинально вообще меняем в своей жизни. Карта победителя говорит о том, что нет ничего невозможного, но нам придется где-то удерживать собственные позиции и быть готовым к тому, что обстоятельства продолжат свой бег, или время свой бег продолжит, а обстоятельства свои перемены. И быть, наверное, знаете,
Но вы-то как раз, мои дорогие водолеи, к области рационального подходите очень мудро. И карта победителя призывает к тому, чтобы мы где-то корректировали свои планы, чтобы не упустить чего-то важного в нашей жизни. Словно, может быть, и пожертвовать чем-то придется незначительным для того, чтобы удержать что-то более крупно важное, увесистое. И так у кого-то проиграется. Но в любом случае победитель – это сильная позиция. Вот изменение, как выход из какого-то застоя буквально к победе. Вот у вас вот эти 4 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вот где-то в этом ключе будут проигрываться. Каковы неожиданности за счет ретроградного Урана, мои дорогие водолеи, как видят карты? Ух ты, карта мага. Ну, конечно, и мы можем столкнуться с великим манипулятором, но и у вас-то такие энергии, наверное, поэтому какой-то квантовый скачок у вас получится сделать. Пространство вам будет помогать, а вам всего-то остается правильно провзаимодействовать. Может быть, где-то и проманипулировать. Или по магу, это как раз из области рационального. Для вас может быть как новая какая-то возможность, которая прежде вы могли думать, я так никогда не поступлю. Или это не в моих правилах, это не в моей какой-то концепции жизни. А здесь очень даже будет и по правилам для вас, и в концепции. Как будто судьба нам может просто не оставить выбора, а вот какую-то узкую, как траекторию или узкий коридор для наших действий, и значит нам придется что-то делать совершенно в другом ключе, в других возможностях, в другой реальности словно, в какой-то новой игре, мои дорогие. Все-таки маг есть как будто новая игра жизни. Или правила, регулировки какие-то меняются и от нашего взаимодействия, и абсолютного где-то самодоверия и уверенности в собственных силах. По магу это очень важно. Здесь нет самокопания, здесь есть и работа интеллекта, и логики одновременно. Вот это то, что для вас будет как неожиданность, может быть, вы в себе увидите возможности, что я могу словно просчитать на несколько шагов вперед. Или, мои дорогие водолеи, то, что прежде я сидел или сидела и думала, предполагала, где-то предчувствовала, а теперь это становится какой-то новой реальностью, новой данностью. И такое для вас тоже может проиграться. По магу, возможно, все. Что будет радовать вас до конца 2023 года именно в связи с ретроградным Ураном? Ну, правда, радость, праздник. Тут действительно что-то у вас получится. Праздник может быть с друзьями, может быть какое-то событие важное. Ну, что-то хорошее, светлое, приятное определенно есть. Взаимодействие с людьми. Может быть, будете менять свое окружение или где-то причесывать, извините, то, которое есть, но значит устанавливать какие-то взаимопонимающие отношения. И это вас будет радовать. Больше уверенности, больше взаимопонимания, наверное, при взаимодействии с людьми. Может быть, благодаря вот как раз таким энергиям манипуляции. Почему нет? Манипулятор, ведь он действует как? Он скрыто. Никто не догадывается, что им манипулируют. И для вас это могут означать какие-то новые возможности или для себя любой вопрос решить. Но если нам ничего не остается, и мы начали с того, что мы можем ведь тоже с такими людьми столкнуться, и значит тут где-то кто кого. И у вас более сильная позиция, посмотрите. А может быть, какую-то победу, мои дорогие водолеи, вы должны будете удерживать всеми силами, которые не противоречат, понятно, закону, но вот я, как сказала, интеллект, хладнокровие, выдержка и логика – лучшие друзья. Тогда будет праздник, тогда будет радовать. Что будет помогать? Что будет помогать в период ретроградного Урана? Где-то ваша интуиция, где-то умение просчитать. Может быть, кто-то из ваших близких, как поддержка, моральная поддержка, эмоциональная поддержка. Но если мы говорим помогать, то есть тот человек, который к вам относится, скорее всего, где-то с симпатией. С другой стороны, по этой карте это буквально могут пройти наши супруги или те люди, с которыми мы проживаем, может быть, отношения не оформлены, кто-то из наших близких. А для кого-то это могут быть, точнее, как две сферы – отношения и финансы. И они у вас будут развиваться в том ключе, в котором вы как будто проложите им или зададите, точнее, какой-то путь. Что может помешать, мои дорогие водолеи, в период ретроградности Урана для вашего знака зодиака? По мнению карт, да ничего. Мир. Конечно, это всеобъемлющая карта, это последний старший аркан. Значит,
действительно Вселенная, какие-то знаки Вселенной для вас будут. Может быть, будет много возможностей, что, как мы говорим, глаза разбежались, потому что по карте мир, возможно, все опять же где-то с картой мага. У вас, посмотрите, два серьезных старших аркана, которые открывают, ну, все возможности. Главное, где-то не сидеть на месте, а допустить из области рационального, что какими-то другими методами мы можем договориться с людьми, решить какие-то вопросы, быть открытым миру, куда-то, может быть, отправиться. Для вас может еще также означать какой-то переезд или много поездок. По этой карте может, ну так, если относительно мы говорим, что мне может помешать, какая-то многозадачность. Но я не думаю, что для вас, мои дорогие водолеи, вы умеете работать с информацией, что это будет для вас как-то сложно. Но то, что скучать будет некогда, и как будто карты обещают драйв, вполне вероятно. По карте мир мы как раз можем получить, как знаете, вознаграждение или получить вот ту победу после какого-то застоя или движения, или продвижения собственного бизнеса или собственных идей. Да все что угодно. По карте мир возможно все. Нет как таковых для вас помех, вот что замечательно. Давайте мы узнаем, какие двери будут для меня открыты, для вас, мои дорогие водолеи, под знаком ретроградности Урана. Вот этот период до конца года. Наверное, для кого-то из вас проиграются те двери, в которые захотят войти ваши дети. Буквально иногда по пажу жезлов проигрываются наши дети. И мы как будто для них будем искать новые возможности. И кто знает, и для себя тоже что-то найдем. Или мы говорим, какие двери будут открыты. По пажу жезлов это элемент новизны, новой информации, новых предложений. И значит, и двери-то могут быть какие-то совершенно другие. Не те прежние, в которых мы пытались войти. Но это так, аллегорически говоря, а какие-то совершенно новые возможности. И новое вдохновение по пажу жезлов как будто нам тоже обеспечено. Будет зависеть еще от того, как вы проработаете информацию, умение, опять же, повторяюсь, работать с информацией, так и насколько вы будете открыты миру, насколько вы будете готовы принять иррациональное или как какие-то перемены, которые происходят вокруг вас, когда вы не захотите что-то удерживать из прошлого, а скорее будете готовы идти вперед и вперед. Мы будем готовы, если к чему-то учиться или отстраивать свой новый опыт, так и бесконечное количество дверей перед нами может быть открыто буквально. Что вы сможете осуществить, мои дорогие водолеи? Давайте мы узнаем у карт. А то, что захотите. Ваша карта, король мечей. У кого-то, конечно, могут проиграться узкие специалисты. Допустим, если я могу допустить, мы все разные, с разной судьбой, в разных странах находимся, поэтому обстановка будет вокруг нас совершенно разная, а как раз обстоятельства, как мы сказали, нашей жизни и оказывают влияние на формирование как нашей личности, так и дальнейших планов. Так вот, у кого-то могут проиграться в зависимости от ваших задач, которых вы себе ставите. Допустим, если мы говорим дела в суде, то у кого-то может ведь такое тоже быть, как решение, может быть, окончательное по вопросу прежних отношений. У кого-то это могут быть какие-то споры. Так вот, если что-то подобное есть, когда, что я могу осуществить? Вы сможете какую-то ситуацию переложить или переломить в свою пользу, если воспользуетесь где-то подсказками юриста, адвоката или человека знающего. Для вас, для кого-то из вас, например, вопросы по здоровью, даже если мы возьмем, да, эту карту, иногда карта означает врачей, может быть, необходимо обратиться к нужному специалисту, что я смогу осуществить. Какой-то вопрос прояснить по собственному состоянию здоровья, но части, кстати, и благополучия тут тоже может проходить, потому что по королю мечей проходят высокие чиновники. Поэтому, если мы говорим оформление вопросов, контрактов, соглашений, они тоже могут быть согласованы. Вы что-то очень важное сможете осуществить,
отвечая вот на этот вопрос, карта нам говорит, и оформить, словно это документально, словно где-то зафиксировать, застолбить какое-то место, именно в зависимости от того, что у вас сейчас стоит на повестке дня. Ведь король мечей – это ваша карта, и поэтому, повторюсь, у каждого какая-то своя задача или тема будет проигрываться наиболее активно. Давайте, мои дорогие водолеи, мы посмотрим вот этот период ретроградности Урана помесячно. Каковы энергии с учетом ретро-Урана для вас? Сентябрь. Девятка жезлов. Еще в сентябре мы словно, может быть, перезагрузку какую-то можем делать и понимаем окончательно. Если семерка пентаклей, мы сказали, карта либо паузы какой-то, либо ограничений, либо вы находитесь вот словно в каких-то ограничениях или словно в какой-то изоляции, то по девятке жезлов мы окончательно понимаем, что если я, например, буду заниматься сразу несколькими вопросами, или если буквально я буду помогать кому-то, если я себя поставлю на второе место, я ничего не добьюсь. Я никогда не выйду как из зоны ограничений, я никогда для себя чего-то не решу, или если мы чего-то ожидаем, то я не выйду из этой зоны ожидания до бесконечности. И это будет побудительным мотивом к тому, чтобы мы сконцентрировались на себе. Девятка жезлов в герметической колоде Таро говорит как о нашей великой мощи, физической силе, но которая должна быть направлена словно в свои собственные, да, если мы говорим как усилия, может быть и интеллектуальные какие-то усилия тоже, но они должны быть направлены именно на наше благополучие, на решение каких-то наших вопросов. Мы себя должны поставить в центр собственных интересов. Не кого-то, не какое-то ожидание, а определиться, что же я хочу осуществить. Вот это в сентябре будет важно. Но эта карта также нам говорит, нас ничто не должно застать врасплох. Поэтому отслеживать обстановку вокруг, что говорят люди, что происходит вокруг. Это тоже будет важно в сентябре. Октябрь, мои дорогие. Еще одна девятка. И девятка, посмотрите, у вас их две, подразумевается впереди перемены. И, видимо, как-то вот так, знаете, медленно, может быть, где-то с переосмыслениями, а для кого-то, может быть, и резко это произойдет за один день, когда вы себе скажете, все, хватит, баста, я так больше не могу. И мне надоело как будто рисовать себе то сначала какие-то радужные картины, то наоборот углубляться в какую-то ненужную философию. И не первое, и не второе для меня не служит каким-то продолжением. Меня лишь какая-то ситуация больше удерживает и запутывает. И вам в течение сентябрь-октябрь захочется с этим окончательно разобраться. Ноябрь. Действительно, тут по Урану. Кардинальный разворот к чему-то новому. И вот уже у нас ноябрь по рыцарю Пентаклей. Карта прогресса, карта марафонского забега, когда мы себе ставим какие-то уже конкретные планы и готовы к осуществлению этого плана в течение длительного времени. По этой карте нам, кстати, могут прийти на помощь, как даже хотя бы один человек. Если у вас, к примеру, сложится сложная ситуация по деньгам, у нас найдется та персона, которая нам окажет поддержку. Или могут случайно оказаться или найтись единомышленники, которые нас могут где-то поддержать с нашим проектом. Или, может быть, это элементарно помогут оформить документ. Или подскажут, как это сделать правильно. Так тоже может проиграться. Но по этой карте мы сами идем вперед. И, кстати, вот это продвижение, как выход из какого-то, правда, для вас может проиграться, для кого-то из вас, как выход из какого-то застоя. Благодаря тому, что мы теперь уже в ноябре четко знаем, что мы хотим делать, и главное, чего мы делать уже не будем по предыдущим вот этим двум картам. Это для нас будет достаточно мощным побудительным мотивом, чтобы не оглядываться назад. И по рыцарю Пентаклей есть еще такое значение, когда мы себя не тормошим где-то, не форсируем чересчур. Мы будем тоже внимательны, наверное, как этот маг, к деталям, к ситуациям, что говорят люди, что происходит вокруг. Это нам будет давать, может быть, подсказки, вовремя что-то увидеть, рассмотреть и чем-то воспользоваться. Само по себе продвижение, хотя в каком-то неспешном ритме. И что у нас будет означать декабрь по ретро-движению Урана?
Шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Правда, карта мужества, потому что темноватая вроде бы карта, но значение у нее шикарное. Это когда хватает у нас сил, душевных и физических, вступить словно на непознанную землю без карты. Или вот на это судно, на эту лодку и отправиться от старого берега к новому. У кого-то буквально проиграется как успех в сфере, допустим, IT или рост вашей популярности, или какой-то проект вы задумаете как интернет-проект. Здесь может прийти популярность, если вы где-то медийный человек. Благодаря, кстати, интернету, я бы сказала, по этой карте вообще где-то акцентировать внимание на собственной личности, словно заявить о себе, будет очень хорошим делом, потому что выйти словно на авансцену из какого-то закулисья карта предполагает. И даже если где-то мы прежде так не поступали, нам это тоже где-то может помочь, потому что если мы о себе не заявим, никто о нас не узнает. По этой карте могут быть удачные поездки, по этой карте мы можем осуществить переезд, по этой карте мы можем осуществить, допустим, как начало нового дела, нового бизнеса, открытие, допустим, по вашему ремеслу. Карта пророчит успех уже в декабре, но для этого нам потребуется мужество и умение идти вперед. Нам не говорят о том, что мы где-то с места в карьер срываемся. Мы должны быть внимательны как к обстановке, наверное, как и карта мага, так и к возможностям. Использовать где-то, кстати, как по карте мир, и умелая работа с информацией, вот эти две карты в плане интернет, в плане общения, в плане информационных каких-то технологий и разношерстной информации могут перекликаться. Поэтому уметь плавать словно в новом фарватере, в новых условиях жизни, где-то плыть вот как раз по Урану, по течению, по новым возможностям, что-то вовремя подмечая, принимая к себе, от чего-то не отказаться, воспользоваться и, может быть, согласиться даже с тем, что для самого себя, я попробую. И пусть я прежде таким не занимался, а вдруг у меня получится. Вот где-то такой девиз, если взять, у вас не просто получится, а вы действительно возьмете хороший трамплин в 2024 год. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.